Чел, почему ты делаешь обзор на QT65 первой версии? Ведь вышла вторая версия с экранчиками и подсветочками. Это клавиатура от QWERTY Case, которая стала крайне популярной благодаря своему дизайну, и я могу с этим согласиться. Приятный глазу безели, интересный ботом и великолепная обработка, как у анодирования, так и у Якота. Якоат ощущается крайне приятным, но я все же предпочту анодирование, так как при нем сохраняется текстура металла, а при Якоате появляется шелковистость покрытия, и мне это, к сожалению, не очень понравилось. Качество обработки металла на высоте, и к этому у меня не было никаких вопросов. Вы наверняка спросите, как доставать клавиатуры подобного рода, находясь в России, так как Кукей и многие другие клавиатуры попросту не доставляют. Так вот, самый простой способ заказать клавиатуры это через китайский Авито, или в простонародье Гуфиш. И благодаря Key-Delivery в помощи с доставкой большого лота клавиатур, кепок и прочих приколюх, например, как этот коврик. Все было просто, быстро и надежно. Ну, как сказать быстро? Подождать пришлось в районе месяца. Но в любом случае, спасибо. Итак, что здесь по маунту? Это Isolation Mount с очень сомнительным решением с точки зрения полноценного корыта на дне, которое мне совершенно не нравится. Так как без шумки такое чудо не соберешь адекватно. Убирая какую-либо из шумоизоляции, вы получите сильный резонанс или вибрации от корпуса. В общем, не уверен, как это точно назвать. Примерно так это звучит. На выбор у вас два вида силиконовых проставок, а это стрипсы и наггетсы. Ладно, не выключайте, я пошутил, это гаскет сокса. Стрипсы какие-то невкусные у них, да? Но стрипсы я бы есть не стал. Чем же они отличаются? При использовании соксов получается приятная вибрация при печати. С стрипсами такого ощущения нет. В данном случае это безусловно вкусовщина, я выбираю соксы. Небольшой флекс на этой клавиатуре есть, только без использования силиконовой шумки, от которой появляется то ли пинг, то ли металлический призвук. Разобрать мне, честно говоря, не удалось. Но это не слишком критично. Ощущение вибрации при печати мне очень нравится. Она не флексит слишком сильно, так как в таком случае вибрация от корпуса упала бы. Вес клавиатуры в сборе довольно приличный, а это 1,5 кило. Увесистая клавиатура, отталкиваясь от ее размера. Не 600 кг челик, но все же неплохо. Шумка и какую необходимо использовать. Вообще, эта клавиатура, как я понимаю, проектировалась исключительно под использование с шумоизоляцией. Это P-Pad, Plateform, шумка с вырезами под hot-swap сокеты и силикон на дно с прикольным рисунком логотипа Кукей. Но выглядит как моча. Вопросов сильно не имею к шумке. Ты какую группу уважаешь? Ну-ка быстро. Но этот борт, на мой взгляд, получился совершенно безальтернативным, так как без шумоизоляции его использовать попросту невозможно. Поэтому я с коллегой выявил, что во избежание неприятного металлического призвука необходимо использовать силикон на дне и плейтфом. Убирая одну из этих шумоизоляций, в разной степени повысятся призвуки. В целом, после добавления шумоизоляции получается вполне себе приличный звук. Хай-питча достигнуть на этой клавиатуре, к сожалению, практически невозможно, с учетом того, что здесь стоят BCP-40 кейс, его нет. Хай-питча нет, хотя свечи хай-питч. Ну, вы поняли. Кука в чулках. Мне больше всего подошел вариант использования этой клавиатуры на помплейте без шумки. Металлический призвук все равно есть. Немного поговорим про то, какие есть печатные платы под эту клавиатуру. У нас сейчас две. Одна с тримодом, другая без, и обе на хотсвапе. Лейаут здесь вообще нельзя изменить. И единственную возможность, которую мне предоставляют данные печатные платы, так это поставить Stepped Caps. Ставить другую я не вижу смысла, так как мне эта клавиша нравится в таком исполнении. И самое главное, мое недовольство по отношению к этим прекрасным клавиатурам, так это невозможность поставить семью пробел и Tsangан Backspace, чтобы продегустировать, насколько это вкусно.
Однако, если вам все же нужна такая возможность построения лейаута, то стоит обратить внимание на печатную плату под пайку, у которой такая возможность все-таки имеется. В целом, я не очень люблю 1.25 юнитовые моды на нижнем ряду, поэтому эта клавиатура мне не очень подходит. Как я собрал эту клавиатуру? Эти клавиатуры. Да, эти. Ладно, эту собирал не я, но не важно. Тестировать эту клавиатуру я буду на BCP от Sara Case. Они долбят. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот сейчас вот этот черно-белый фон должен быть. BCP-шки это крафтовые, по сути, свечи, Cherry Top, Jivik Bottom и Stem от НК Кримов. Как пояснение кому-то. Я знаю, что это значит, я не совсем дурак. Кейкапы на синем куке и на розовом будут стоять Armor Suit из ПБТ сублимации. Очень классные кепки по китингу и по дизайну. Буду брать еще. На свинюшке Свитхарты, на синюшке Volume 1. Что для меня стало главными недостатками и чем я, в принципе, недоволен. Главным и первым недостатком я хочу отметить факт о невозможности сборки этой клавиатуры полностью без шумоизоляции. Что меня лично печалит, так как я перестал строить билды с шумоизоляцией. И в принципе мне не нравится звук с шумоизоляцией. Я не знаю, мне не нравится. Ладно. Поэтому с точки зрения разнообразности звука здесь сложно что-либо сказать. Вторым недостатком для меня является сложность пересборки этой клавиатуры. 12 винтов. 3 вида. Бесит. Ну а теперь о преимуществах. Дизайн самого кейса. Качество как обработки, так и покрытия просто на высоте. Никаких претензий не вызывает. Разве что царапающееся об воздух внутреннее дно. Но оно внутреннее, его не видно, поэтому все равно. Также тримод это великолепная вещь. Подключаешь клавиатуру под донгу и не паришься, работаешь. Можешь ее убрать куда-нибудь вообще в сторону. Я наконец-то прочухал эту фишку. Начал пользоваться клавиатурами с беспроводом. Но я не могу сказать, что мне это сильно необходимо. Ну вы видели вот эту хромо-жопу? Ну это же вообще, это с ума сойти. Это вау. Вы такое видели? Нет, правильно, и я такого никогда не видел. Какие есть альтернативы на данный момент этой клавиатуре? Я не буду прям советовать какие-то клавиатуры, а просто поделюсь своими альтернативами, которые мне нравятся, которые находятся примерно в таком же ценовом диапазоне. И если я не учел какую-то клавиатуру, которая также является неплохой заменой для внутрячки QK65, обязательно напишите об этом в комментариях, потому что я могу знать далеко не все. QK60, который я в ближайшем будущем приобрету, стоит примерно таких же денег, и честно, для меня эта клавиатура идеально подходит с точки зрения дегустации свечей, так как за ту стоимость, по которой они валяются на гуфише, so good and tasty. So good. К тому же совсем недавно начал протекать новый ран, который продлится до того, пока не кончатся все клавиатуры. Возможно, на момент выпуска видео они все еще в наличии. Neo 65 и 70 выходят примерно в ту же цену и предлагают быструю разборку, 2 маунта, платлесс, возможность использовать эту клавиатуру полностью без шумки. Полностью без шумки, как и у QK60. Также есть смысл рассмотреть Cycle 7, который тоже имеет приятные преимущества в виде быстроразборной конструкции, превосходным якотом и анодом, маунтом на бабах и хай-фай маджонг Pentagon саунда. В целом, берите то, что вам подходит. Любите шумкоборды? QK в районе 700 юаней, вариант неплохой. Главное, чтобы вам нравилось. Всего вам доброго и подписывайтесь. Не пропустите обзоры там Neo, Cycle, прочих клавиатур. А они будут. Я обещаю, я хочу. Я так сказал.